Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня нас ждет необычное путешествие в историю войн, но не тех, где герои сражались до последней капли крови или одерживали великие победы. Нет, сегодня мы поговорим о самых нелепых, странных и даже комичных поражениях, которые доказывают. Даже в войне иногда все идет не по плану. Эти истории настолько абсурдны, что вы будете удивляться, как такое вообще могло случиться. Итак, устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам нравится история, и поехали! Топ-10 самых нелепых поражений в истории войн. На 10-м месте у нас битва при Карнсбаше, возможно самая нелепая, самоубийственная битва в истории. Представьте себе, 1788 год. Австрийская империя воюет с Османской империей. Австрийская армия численностью около 100 тысяч человек движется к городу Карнсбаш, что в современной Румынии. И вот ночью, перед боем с турками, австрийцы проигрывают сами себе. Как так вышло? Все началось с того, что группа гусар австрийской легкой кавалерии решила купить шнапса у местных цыган. Они напились, начали веселиться, и тут к ним подошла пехота с просьбой поделиться выпивкой. Гусары отказались, мол, самим мало. Слово за слово началась потасовка. В какой-то момент один из солдат выстрелил в воздух. Другие подумали, что началась атака турок, и закричали «Турки!». Паника распространилась, как лесной пожар. Армия состояла из солдат разных национальностей – немцев, венгров, чехов, сербов, и они не понимали друг друга. Кто-то кричал «Халт», по-немецки «Стой», а другие слышали «Аллах» и думали, что это османские войска. В темноте началась стрельба по своим же. Артиллерия, решив, что враг уже внутри лагеря, открыла огонь. В итоге австрийцы потеряли до 10 тысяч человек убитыми и ранеными. А турки даже не участвовали. Когда османы подошли к полю боя через пару дней, они нашли только хаос и забрали победу без единого выстрела. Вот так алкоголь и языковой барьер превратили армию в самую большую угрозу для самой себя. 9 место. Так называемая Свиная война 1859 года между США и Британской империей. Это даже не война в полном смысле, а скорее конфликт, который мог стать войной, но закончился одним из самых нелепых поражений. Все произошло на острове Сан-Хуан в Тихом океане, который был спорной территорией между американцами и британцами. 15 июня 1859 года американский фермер Лайман Катлер застрелил свинью, которая принадлежит британской гудзоновской компании. Свинья забрела на его участок и ела его картошку. Британцы потребовали компенсацию $100, что по тем временам было огромной суммой. Котлер отказался платить, и началась эскалация. Американцы прислали на остров 66 солдат. Британцы ответили 3 военными кораблями и почти 1000 человек. Обе стороны стояли друг напротив друга, угрожали, но никто не хотел стрелять первым. В итоге конфликт длился несколько недель, а единственной жертвой осталась та самая свинья. Поражение тут скорее моральное. Две мощные державы потратили ресурсы, нервы и время из-за одного поросенка. А потом просто разошлись по домам, договорившись о совместном контроле над островом. Свинья, кстати, вошла в историю как главный провокатор. На 8-м месте битва при Лос-Анджелесе. Это случилось во времена Второй мировой войны, 24 февраля 1942 года, всего через пару месяцев после нападения на Пёрл-Харбор. Американцы были на нервах, ожидая японских атак, и вот ночью над Лос-Анджелесом заметили что-то в небе. ПВО тут же открыло огонь из зениток, выпустили более 1400 снарядов. Люди в панике выбегали на улицы, думая, что это японские бомбардировщики. Стрельба продолжалась около часа, но в итоге оказалось, что никакого врага не было. Скорее всего, это был метеозонд или просто облако, которое приняли за самолеты. В результате погибло несколько человек не от врага, а от сердечных приступов и аварии из-за паники. Поражение тут в том, что армия США проиграла битву с воображаемым противником, потратила кучу боеприпасов и показала, как паранойя может довести до абсурда. Потом это событие даже связывали с НЛО, но это уже совсем другая история. 7 место. Война дубового ведра в Италии. В 1325 году между городами-государствами Модена и Болонья разгорелся конфликт из-за деревянного ведра. Солдаты из Модены украли ведро из колодца в Болонье, то ли ради шутки, то ли как трофей. Болонцы восприняли это как личное оскорбление и потребовали вернуть ведро, а заодно объявили войну. Модена отказалась, и начались боевые действия. Битва при Дзаполино стала кульминацией. Армия Болоньи в 32 тысячи человек столкнулась с 7 тысячами моденцев. Казалось бы, численное превосходство должно было решить все, но моденцы победили, убив около 2000 врагов, а ведро таки осталось у них как символ победы. Его до сих пор можно увидеть в музее Модены. Поражение Болоньи нелепо тем, что они проиграли из-за такой ерунды, хотя могли просто выкопать новый колодец и забыть.
Шестое место. Легендарная Эмо-война в Австралии. В 1932 году фермеры Западной Австралии пожаловались правительству, что большие птицы Эмо уничтожают их посев. После Первой мировой войны земли раздавали ветеранам, и Эмо стали настоящей проблемой. Их было около 20 тысяч. Правительство решило действовать радикально, отправило армию с пулеметами. Майор Мередит возглавил операцию с 2 солдатами и 2 пулеметами Левис. Казалось бы, победа обеспечена, но Эмо оказались неожиданно хитрыми. Они разбегались, прятались, а их перья выдерживали пули. За неделю солдаты потратили 2500 патронов, убив всего 50 птиц. Эмо продолжали портить урожай, а армия ушла ни с чем. В парламенте это назвали позором, а фермеры до сих пор смеются над тем, как люди проиграли птицам. На пятом месте – битва при Кутре во Франции. В 689 году французский король Теодрих III решил подавить восстание в Аквитании. Его армия была огромной и хорошо вооруженной, а повстанцы всего лишь местные крестьяне под предводительством герцога Одо. Казалось, исход предрешен, но перед битвой Теодрих решил устроить пир с вином, мясом и весельем. Его солдаты перепили, а утром, когда повстанцы атаковали, франки были в таком состоянии, что не могли держать оружие. Одо разгромил их с минимальными силами, а Теодрих бежал. Это поражение стало примером того, как излишняя самоуверенность и алкоголь могут разрушить любую армию. Четвертое место. Битва при Агуадульсе во время Техасской революции. В 1836 году мексиканская армия под командованием генерала Хосе Уреа столкнулась с отрядом техасских повстанцев. Всего 40 человек под началом Джеймса Гранта. У мексиканцев было больше 1000 солдат, но они умудрились проиграть из-за коров. Повстанцы заманили мексиканцев в засаду, используя стадо коров как приманку. Мексиканские кавалеристы погнались за скотом, потеряли строй, а техасцы открыли огонь. В итоге Грант потерял всего 1 человека, а мексиканцы десятки. Поражение нелепо тем, что армия проиграла из-за жадности и плохой дисциплины. Третье место – битва при Трасильяно во время греческой войны за независимость. В 1827 году греческие повстанцы атаковали османский обоз с припасами. Турки имели численное превосходство и артиллерию, но их командир решил, что победа уже в кармане. Греки подожгли сухую траву, ветер понес огонь на турок, и те в панике разбежались, бросив все. Потери османов исчислялись сотнями, а греки почти не пострадали. Это поражение показывает, как недооценка врага и природы может стоить армии всего. Второе место. Битва при Нараяне в Японии. В 1757 году самурайский клан Мацудайра сражался с кланом Хонда. Мацудайра имели больше воинов, но их командир решил использовать кошек. Он выпустил сотни кошек на поле боя, чтобы напугать лошадей врага. Идея провалилась, кошки разбежались, а лошади Хонда даже не дрогнули. В итоге Мацудайра проиграли, а их поражение стало анекдотом в японской истории. И первое место. Битва при Нарве в 1700 году во время Великой Северной войны. Русская армия Петра I, около 40 тысяч человек, осадила шведскую крепость Нарву, где было всего 1900 солдат под командованием Карла XII. Русские имели подавляющее преимущество, но шведы победили из-за метели. Карл атаковал в разгар снежной бури, когда видимость была нулевой. Русские не смогли скоординироваться, а их иностранные офицеры сбежали. Шведы потеряли 600 человек, а русские до 10 тысяч. Это поражение стало для Петра уроком, но в тот момент выглядело абсурдно. Огромная армия проиграла из-за погоды и паники. Вот такие нелепые поражения случились в истории войн. От сражений с самим собой до проигрышей из-за свиней и кошек. Эти истории показывают, что даже в серьезных делах бывает место абсурду. Как вам наш топ? Какое поражение показалось самым странным? Пишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До встречи!